Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на июль 2023 года. Мы сегодня работаем с колодами Таро внутренней ведьмы, а также колдовской Ленорман. Будем просматривать событийный ряд, который вас ожидает. Ну а для тех, кто вдруг потерял или не посмотрел расклад на июнь, вы сможете его найти по ссылке в первом закрепленном мною комментарии под этим видео. Что ж, приступаем с вами. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совета от карт. Арканы перед вами. Начнем. Общая энергия месяца. Прекрасная карта. У вас здесь ложится девятка чаш. Карта радости, наполненности, энергии жизни. Это карта роскоши. Жить в удовольствии, жить в радость, жить в кайф. Для каждого, знаете, свое будет созвучно, но тем не менее это в первую очередь карта исполнения желаний, чувственных удовольствий. Помимо всего прочего, девятка чаш — это еще карта гастрономической радости. Допустим, вы едете в какой-то гастротур или посещаете мишленовские рестораны. То есть вы наполняетесь эстетически и какими-то вкусовыми, да, радуете свои вкусовые рецепторы. Пробуете новое блюдо или, допустим, новые сорта вин. То есть здесь у каждого вот по-разному, но здесь быть довольным по ситуации. Посмотрим, в какой нише для вас это будет более созвучно. И что мы здесь видим? У нас здесь падает пятерка мечей. То есть для вас какие-то болезненные конфликты, разрыв, прочие вещи, вот то, что вас истощало, видите, вот по десятке жезлов. Наконец-то эта ситуация разрешится. Для кого-то это еще, знаете, отсечь ненужные связи, определиться с чувствами, с эмоциями, с вопросами самовыражения. И я могу сказать так, что девятка чаши, пятерка воздуха, она же пятерка мечей, это получить удовольствие, уж простите меня, от мести или возмездия за что-то или кому-либо. В каком ключе, то есть это словесное возмездие или там, не дай бог, конечно, физическое, либо еще какие-то меры, но здесь вот наполнится радостью энергия от того, что, знаете, как справедливость восторжествовала или карма работает. Если смотреть вашу сферу работы, заработка, реализации, туз жезлов, лиха беда начала, либо другими словами, это новая энергия, новое стремление, реализация, раскрытие потенциала. Здесь не только сгенерировать идею, здесь уже пытаться ее воплотить. Для кого-то это обретение нового места работы, для кого-то это будет новая вакансия. Ну, в любом случае будем раскрывать арканы, смотреть, как же отыграется эта карта для вас. Если смотреть и анализировать ее для тех, кто у нас не работает, то жезлов и девятка пентаклей — это все равно есть накопления, которые позволяют более-менее ощущать себя комфортно, потому что эти карты — это жизнь в райском саду. Неважно за счет каких ресурсов, вашего партнера, партнерши, родственников, но вы здесь можете себе, по сути, ни в чем не отказывать. И эта стабильность вам позволит еще действительно как найти энергию, возможности для какой-то подработки или для реализации, раскрытия себя, своего потенциала. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас ищет работу, то туз жезлов и сила вам все по силам. Здесь однозначно по этим картам это обретение работы, это трудоустройство и действительно радость от того, что вы можете раскрыть свой потенциал. Если смотреть ситуацию для наемного персонала, туз жезлов и суд. Вот это шикарные карты. Почему? Для кого-то это может быть вопрос построения семейного дела, семейного бизнеса. А для кого-то наша песня хороша, начиная сначала. Это либо вернуться в ту нишу, в ту сферу, в которой вы работали ранее, и попробовать себя по-новому. У кого-то может идти возврат на прежнее предприятие, а кто-то, имея опыт, навыки и квалификацию, но может пойти в свое русло, непосредственно, это здесь идет речь, знаете, как уйти в свое, работать на себя самостоятельно. Но и здесь, конечно же, эти арканы говорят еще о ситуации, что у вас могут быть кардинальные перемены. То есть вообще новая вакансия, новая работа. И не в рамках текущего предприятия, а в целом, допустим, на какой-нибудь другой фирме. Для тех, у кого свой собственный бизнес, что у вас здесь? Боги, у вас тут туз воздуха, туз мечей. Вот идея, которая воплощена, которая вот уже имеет реализацию. Поэтому сначала, знаете, как появилась мысль, идея, она здесь тлела,
Видите? Давайте покажу вам. Здесь шалфей изображен, который тлеющий. А здесь эта идея уже сгенерирована и воплощается в жизнь. То есть вы уже реализуете задуманное вами. Наполнены, получаете удовольствие от процесса. Для некоторых из вас это может быть как в принципе новая веха бизнеса, то есть новая сфера, новая структура. Либо вы можете предлагать новые товары и услуги. А для кого-то, для новичков, кто решил открыть свое дело, это как будет успех, реализация задуманного вами. Финансовая сторона вопроса. Тройка пентаклей. Стабильность. Ну, что посеешь, что пожнешь. Вот как потрудитесь, как будете оттачивать свое мастерство, столько и получите. Но финансовый план здесь стабилен. И да, ваши усилия здесь будут оправданы. Более того, кто-то еще может здесь вкладывать свои деньги в развитие, в повышение квалификации. Вы можете как преподавать сами, так и, допустим, поднимать свой уровень знаний, ведя какие-то онлайн-курсы, бизнес-тренерство, быть где-то спикером на каких-то семинарах, вебинарах, но это для вас будет оправдано. И обмен опытом, и знаниями, и новые связи. Ну и, конечно же, ресурсы. Вопросы здоровья. Тройка жезлов. Хороший потенциал, потому что даже анализируя с этими картами, чувствуете себя и ментально, и физически, и эмоционально здоровыми. Есть энергия на новые свершения, на реализацию планов, и у вас вообще очень большая перспектива. Открыто окно. Плюс вас здесь, видите, запалили, зажгли какой-то энергией, какой-то идеей, которую вы 100% захотите реализовать. В принципе, тройка жезлов – это еще реализация задуманного. Сейчас объясню. То есть идти по намеченному плану протоколу лечения, добиваться положительных результатов. Или вы видите, что, допустим, диета, какие-то ограничения дают первые плоды, результаты вашего труда. Вас это стимулирует, мотивирует, и вы двигаетесь дальше. То есть еще больше, допустим, сами себе закручиваете гайки. От того отказаться, там, физическую нагрузку увеличить. Без фанатизма, конечно, но тем не менее вы здесь будете стремиться к улучшению качества жизни и улучшению вашего самочувствия. Вопросы личной жизни. А вот здесь пятерка земли. Кризис. Будем смотреть, с чем этот кризис связан и чем он для вас может обернуться. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас свободен. Пятерка земли и двойка воздуха, она же двойка мечей. Это ваша позиция. Позиция по принципу «кого знаю, не хочу, кого хочу, не знаю». Потому что вы пока не встретили свой идеал. Вы концентрируете свое внимание, безусловно, на других целях или задачах, но здесь в плане личной жизни я не вижу каких-то серьезных перемен. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, мы даже видим, здесь у нас ложится король воздуха, он же король мечей, с пятеркой земли. Это вопросы отсечения, это дистанцирование, это холод. Для кого-то даже может быть бракоразводный процесс. Но вы все для себя понимаете, что как нечего мне ловить с этим человеком. Потому что здесь очень много накопилось обид. Если анализировать ситуацию для тех, кто в стабильных связях, пятерка пентаклей, шестерка жезлов. Сейчас объясню. С одной стороны, вас здесь мог угнетать успех или успешность вашего партнера или партнерши, быть такой для вас уязвимой точкой, и это вызывало в своего рода какие-то кризисные моменты. Но здесь вы не понимаете следующего, что находясь в окружении как бы успешного партнера, у вас есть мотивация для того, чтобы развиваться, подстегнуть себя и двигаться в этом же направлении. Или совместно, или, может быть, своим путем, но раскрываться, то есть отсутствие бездействия. Вот эта кризисная фаза, она для вас как раз будет такой спусковой точкой, когда вот эти вот ситуации, которые вас угнетали, заставят вас действовать, раскрываться, реализовываться, что-то менять. И это благоприятно скажется на вашем союзе. Причем здесь вы захотите успеха и раскрытия потенциала именно в карьере, в бизнесе, то есть почувствовать себя. У вас здесь будет поддержка, но единственное, что пятерка пентаклей, вы хотите, конечно же, здесь всего и сразу быстро выйти из этих кризисных моментов. Это, конечно, так быстро не получится. Вас это, видите, по четверке чаш будет несколько здесь угнетать. Но, тем не менее, четверка мечей. Спокойствие, только спокойствие, да? Как говорил Карлсон. То есть вы здесь можете добиться результата. Не откидывайте помощь или поддержку партнера или партнерши, потому что здесь дадут не только отдельный совет, но и будут наставниками помогать, развивать и продвигать.
Совет по девятке огня. Не закрываться, не строить барьеры. Да, может, вам нужно чувство заботы, ощущенности, ощущение защищенности, да, но реализовать или организовать его сами себе вы не сможете. Здесь в любом случае нужна будет поддержка вашего окружения или ваших близких. И вот здесь как рекомендация: не закрывайтесь, дайте возможность вам подсказать, вам помочь, вас в чем-то там подтолкнуть. И тогда для вас это будет максимально эффективным. Потому что паж мечей — это глубокий анализ. Вы что-то здесь можете не видеть, не замечать. Да, вы можете это чувствовать интуитивно, но раскрыть и проанализировать ситуацию и привести вас к мечте сможет ваше окружение. Давайте посмотрим неожиданность периода. Что здесь будет по ситуации? Так. Звезды, лилии, дом. И дно колоды здесь лиса. Ну, лиса — это всегда проявление какой-то смекалки, сноровки, хитрости, какого-то нестандартного, нетривиального подхода. И по этим картам это достижение цели и мечты. В первую очередь устранение конфликтных ситуаций в доме, стабилизация взаимоотношений с близкими и родственниками. Опять же, обустройство дома таковым образом, что у вас есть комфорт, уют. Реализация мечты, планов или целей по поводу вашего гнезда, недвижимости. То есть это может быть как вопросы и продажи, и покупки, потому что здесь, ну, как достижение цели, к которой вы шли. Но и всему, помимо прочего, здесь еще как раскрытие таланта, потенциала, поддержка рода. Эти карты указывают здесь на ситуацию, когда даже какие-то выдающиеся родители или выдающийся партнер вам поможет в реализации вашей мечты или становления вашего дела, раскрытия потенциала. Поэтому здесь все прекрасно, все замечательно. Поэтому пусть ваши мечты исполняются. Мы вам закроем таковыми арканами, чтобы это так и было. Была полнота счастья, жизни, реализации и новые возможности, к которым вы стремитесь. Мы все для этого сейчас с вами сделаем. Ну, а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отыгрался этот расклад, эта информация. Я вам крайне буду признательна за обратную связь. Вас благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних видео. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.